Какая стройка на планете сейчас самая масштабная? В Саудовской Аравии строят город-линию длиной 170 километров со стеклянными стенами высотой в 500 метров. В Китае возводят мост через пролив длиной 130 километров, который соединит материк с островом. А в Объединенных Арабских Эмиратах создают искусственный архипелаг в форме карты мира, видимый из космоса. Каждая из этих строек стоит сотни миллиардов долларов и меняет географию планеты. Забудьте о пирамидах и небоскребах. То, что происходит прямо сейчас, затмевает все древние чудеса света. Давайте начнем с проекта, который звучит как научная фантастика, но уже воплощается в реальность. Длина этого подводного коридора составит 123 километра. Это в 4 раза длиннее тоннеля под Ла-Маншем. В Китае прямо сейчас бурят тоннель под Бахайским проливом. Поезда будут проноситься под морским дном на глубине 70 метров со скоростью 350 километров в час. Время в пути между городами Далянь и Яньтай сократится с 8 часов до 40 минут. Строительство началось в 2021 и уже пробурено 20 километров. Каждый такой щит весит 4000 тонн и стоит 80 миллионов долларов. Рабочие меняются посменно каждые 6 часов, спускаясь в шахты через специальные лифты. Работают 120 проходческих щитов одновременно. Гигантские машины диаметром 15 метров грызут скальную породу круглосуточно. Главная проблема – сейсмическая активность. Пролив находится в зоне повышенной опасности землетрясений. Инженеры разработали уникальную систему гибких соединений между секциями тоннеля. При подземных толчках конструкция может смещаться на 1,5 метра в любую сторону без разрушения. Стены усилены стальными каркасами толщиной 2 метра и покрыты специальным составом, выдерживающим давление в 300 атмосфер. Стоимость проекта – 120 миллиардов долларов. Для сравнения, это годовой бюджет Украины. Завершение планируется на 2030 год. Тоннель изменит экономику всего северо-восточного региона. Через него пройдут не только пассажирские поезда, но и грузовые составы. Пропускная способность – 200 поездов в сутки или 30 миллионов тонн грузов ежегодно. Параллельно со строительством тоннеля Китай возводит мост Шэньчжэнь-Чжуншань. Этот комбинированный переход через дельту реки Чжуцзян включает в себя 24 километра мостов и 6 километров подводного тоннеля. Центральный пролет моста высотой 90 метров, под ним свободно проходят океанские лайнеры. Искусственные острова на въездах в тоннель созданы из 15 миллионов кубометров песка и камня. На каждом острове установлены ветряные турбины и солнечные панели для энергоснабжения освещения и вентиляции тоннеля. Дубай насыпает в Персидском заливе новый район площадью 6 квадратных километров. Проект называется Дубай-Харбор, и это будет крупнейшая искусственная гавань в мире. В воду уже ушло 200 миллионов кубометров песка. Этого хватило бы, чтобы засыпать 300 футбольных полей на высоту 100-метрового небоскреба. Земснаряды работают без остановки, выкачивая песок с морского дна и укладывая его слоями через специальные трубопроводы. Строительство началось в 2022 году с бюджетом в 50 миллиардов долларов. На территории возведут 120 небоскребов высотой от 50 до 80 этажей. Центральная башня достигнет 400 метров, выше Эйфелевой башни. В районе разместятся 600 причалов для яхт длиной до 100 метров каждая. Это в 3 раза больше, чем в знаменитой гавани Монте-Карло. Главная инженерная проблема – защита от волн и течений. Вокруг района строят волнорез длиной 20 километров из бетонных блоков весом по 100 тонн каждый. Производство одного блока занимает 2 суток. Специальные краны-гиганты опускают их на дно, формируя барьер высотой 15 метров. Внутри волнореза глубина достигает 12 метров, достаточно для прохода круизных лайнеров. Параллельно возводится пальма Джебель-Али, вторая искусственная пальма после знаменитой пальмы Джумейра. Новый остров в 1,5 раза крупнее предшественника. 17 ветвей пальмы протянутся в море на 8 километров. На каждой ветви построят двухэтажные виллы с собственными пляжами и причалами. Всего 2000 резиденций стоимостью от 10 миллионов долларов каждая. Уникальность проекта в системе охлаждения. Температура воздуха летом достигает 50 градусов, и обычные кондиционеры потребляют колоссальное количество энергии. Инженеры проложили под островом трубопроводы с морской водой. Насосы качают холодную воду с глубины 100 метров, прогоняют через теплообменники в домах и сбрасывают обратно. Система снижает энергопотребление на 60%. Между ветвями пальмы создают коралловые рифы. На дно опускают специальные металлические конструкции, через которые пропускают слабый электрический ток. Это стимулирует рост кораллов в 10 раз быстрее естественного.
За 3 года вырастает риф, на формирование которого в природе ушло бы 30 лет. Уже заселились 120 видов рыб и морских животных. Через Альпы прорывают самый длинный железнодорожный тоннель в мире. Базовый тоннель Бреннер свяжет Австрию и Италию на глубине до 1700 метров под горными вершинами. Длина главных туннельных труб 55 километров, плюс 150 километров вспомогательных галерей и шахт. Это целый подземный город из бетона и стали. Бурение идет одновременно с 4 точек – из Инсбрука, Больцано и 2 промежуточных шахт. 8 проходческих комплексов движутся навстречу друг другу со скоростью 20 метров в сутки. Каждая машина длиной 250 метров и весом 3000 тонн. Вращающиеся буровые головки диаметром 10 метров оснащены алмазными резцами, которые меняют каждые 3 дня. Один комплект резцов стоит 2 миллиона евро. Температура породы на такой глубине достигает 45 градусов. Воздух в тоннелях охлаждают мощными установками, прокачивающими 300 кубометров в секунду. Рабочие трудятся в специальных охлаждающих жилетах, но даже с ними смены длятся максимум 4 часа. Из горной породы постоянно сочится вода. Откачивают по 30 литров в секунду. Эту воду собирают и используют для производства бетона прямо на месте. Стоимость проекта выросла до 12 миллиардов евро. Работы начались в 2007 и завершатся в 2032. Уже пробурено 40 километров из 55. Через тоннель пройдут грузовые поезда длиной до 750 метров. 4 товарных состава в час в каждом направлении. Это уберет с горных дорог 2 миллиона грузовиков ежегодно. В Дании строят Фемернский тоннель под проливом между островом Лолан и Германией. Это будет самый длинный подводный автомобильно-железнодорожный тоннель – 18 километров. Но строят его не бурением, а погружением готовых секций. На берегу изготавливают гигантские бетонные блоки длиной 217 метров, шириной 42 метра и высотой 9 метров. Каждый весит 73 тысячи тонн. Строительный док вмещает одновременно 8 таких секций. Их заливают бетоном, армируют стальными каркасами и оснащают всеми коммуникациями. Затем док затапливают, секцию буксируют к месту установки и опускают в заранее вырытую траншею на дне. Глубина траншеи 40 метров. Водолазы-монтажники соединяют секции резиновыми уплотнителями толщиной полметра и стальными болтами диаметром 10 сантиметров. После стыковки траншею засыпают камнем и песком. Всего изготовят 89 секций. Первую погрузили в 2021, последнюю опустят в 2026. Тоннель выдержит давление воды в 6 атмосфер и землетрясение магнитудой 7 баллов. Калифорния прокладывает высокоскоростную железную дорогу от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса протяженностью 800 километров. Поезда разгонятся до 350 километров в час, сокращая время в пути с 8 часов до 2,5. Строительство превратилось в самый дорогой инфраструктурный проект в истории Америки. Стоимость достигла 105 миллиардов долларов и продолжает расти. Главная проблема – рельеф местности. Трасса пересекает горный хребет Техачапи с перепадом высот в 1200 метров. Прокладывают 36 тоннелей общей длиной 50 километров. Самый длинный тоннель Пачеко протянется на 21 километр сквозь горный массив. Буровые работы осложняются разломами земной коры. Регион находится рядом с линией разлома Сан-Андреас. Конструкции усиливают сейсмостойкими опорами, способными выдержать толчки магнитудой 8 баллов. Строят 144 моста и путепровода. Мост через залив Сан-Франциско станет самым длинным железнодорожным мостом в США – 11 километров над водой на высоте 60 метров. Опоры забивают на глубину 80 метров в морское дно. Каждая опора – это стальная труба диаметром 5 метров, заполненная армированным бетоном. Вес одной опоры – 2000 тонн. Участок через центральную долину Калифорнии уже строится. Уложено 190 километров путей на бетонных плитах толщиной 70 сантиметров. Плиты заливают с добавлением специальных волокон, предотвращающих растрескивание при температурных перепадах от минус 10 до плюс 50 градусов. Рельсы крепят бесстыковой сваркой. На всем протяжении нет ни одного соединительного шва. Это исключает вибрацию на высокой скорости. Электрификация линии потребует постройки 23 подстанций мощностью по 50 мегаватт каждая. Поезда будут получать энергию через контактную сеть напряжением 25 тысяч вольт. Потребление одного состава на максимальной скорости 9 мегаватт, как у небольшого города. Калифорния строит солнечные электростанции вдоль трассы общей мощностью 500 мегаватт, специально для питания железной дороги. В Техасе расширяют автомагистраль Кэти Фривей в Хьюстоне до 26 полос движения. Это будет самая широкая автодорога на планете. Реконструкция охватывает участок длиной 37 километров. Сносят 300 зданий и переселяют 8 тысяч человек. Стоимость 7 миллиардов долларов.
Строят 5 уровней развязок. Дороги идут одна над другой на высоту до 30 метров. Фундаменты опор уходят на 20 метров в грунт, потому что под Хьюстоном болотистая почва. Каждую опору укрепляют стальными сваями и заливают 2000 кубометров бетона. Расход бетона на весь проект 3 миллиона кубометров. Это 10 пирамид Хеопса. Индия строит новую столицу штата Андхра-Прадеш с нуля на пустом месте. Амаравати вырастет на берегу реки Кришна и вместит 3,5 миллиона жителей. Площадь города 217 квадратных километров, что больше Вашингтона. Бюджет проекта 45 миллиардов долларов. Срок строительства 15 лет, начало в 2015. На стройплощадке работают 200 тысяч человек круглосуточно в 3 смены. Возводят 33 небоскреба высотой от 40 до 70 этажей для правительственных учреждений. Центральное здание парламента достигнет 120 метров и получит купол диаметром 80 метров, крупнейший в Азии. Купол собирают из стальных конструкций весом 6 тысяч тонн. Снаружи его покроют солнечными панелями площадью 5000 квадратных метров. Прокладывают 200 километров дорог шириной от 6 до 12 полос. Асфальт укладывают слоями общей толщиной 45 сантиметров. Дороги должны выдерживать 40-градусную жару и муссонные ливни. Строят 9 транспортных развязок на 3 уровнях. Крупнейшая развязка занимает площадь 8 гектаров и соединяет 7 направлений движения одновременно. Метро Амаравати спроектировано на 6 линий общей протяженностью 115 километров. Первую линию длиной 32 километра с 27 станциями запустят в 2026. Тоннели прокладывают на глубине 25 метров под уровнем грунтовых вод. Используют водонепроницаемый бетон с добавлением кристаллических присадок. При контакте с водой они образуют нерастворимые соединения, закупоривающие микротрещины. В Мумбаи реконструируют прибрежную зону Бандра-Ворли, создавая искусственный полуостров площадью 200 гектаров. В море насыпают 30 миллионов кубометров камня и песка. Земснаряды выкачивают грунт с глубины 40 метров в 10 километрах от берега. Работают 24 земснаряда производительностью по 5000 кубометров в час каждый. Насыпь укрепляют бетонными волноломами высотой 12 метров. На новой территории построят жилой комплекс из 80 башен высотой от 50 до 75 этажей. Это жилье для 400 тысяч человек. Проблема Мумбаи – нехватка пресной воды. Под комплексом строят опреснительную станцию производительностью 500 тысяч кубометров в сутки. Морскую воду прогоняют через мембраны обратного осмоса под давлением 70 атмосфер. На опреснение 1 кубометра уходит 4 киловатт-часа электроэнергии. Дели прокладывает 4-ю кольцевую автодорогу длиной 135 километров. Дорога пройдет на расстоянии 20 километров от центра и разгрузит перегруженные магистрали. Строят 62 моста и 38 подземных тоннелей. Самый длинный тоннель протянется на 14 километров под жилыми кварталами. Ширина дороги 8 полос плюс 2 полосы для общественного транспорта. На Ямале строят завод по производству сжиженного природного газа Арктик СПГ, 2 стоимостью 21 миллиард долларов. 3 технологические линии возводят на вечной мерзлоте при температуре минус 50 градусов зимой. Фундаменты уходят на 30 метров в грунт до слоя, который не оттаивает даже летом. Каждая свая диаметром 1,5 метра заполнена жидким азотом, поддерживающим температуру минус 20 градусов круглый год. Это предотвращает таяние мерзлоты под весом конструкций. Главный технологический блок весит 45 тысяч тонн и имеет высоту 70 метров. Его собирают из отдельных модулей на верфи в Мурманске, затем транспортируют морем на расстояние 2000 километров. Буксировка одного модуля занимает 20 суток. Ледоколы прокладывают путь через льды Карского моря толщиной до 3 метров. Установку модулей проводят только летом в течение 2 месяцев, когда море свободно ото льда. Завод будет производить 19 миллионов тонн сжиженного газа ежегодно. Газ охлаждают до минус 162 градусов, при этом его объем уменьшается в 600 раз. Для охлаждения используют компрессорные установки мощностью по 120 мегаватт каждая. Электроэнергию вырабатывают собственные газотурбинные станции общей мощностью 600 мегаватт. Строят морской терминал с причалом для танкеров ледового класса. Причал выдвинут в море на 1,5 километра, глубина у берега всего 5 метров, а танкерам нужно 14. Опоры причала – стальные трубы диаметром 3 метра, забитые в морское дно на 40 метров. Каждая опора усилена ледовым конусом из армированного бетона, который разрушает наплывающие льдины. Конус выдерживает удар льдины весом 10 тысяч тонн. На Сахалине достраивают мост на материк длиной 58 километров через Невельский пролив. Это будет самый длинный мост России и один из крупнейших в мире. Проектная стоимость – 540 миллиардов рублей.
Мост состоит из 3 участков. 2 наземных по берегам и центральный морской пролет длиной 17 километров. Морской участок строят на опорах высотой 70 метров от дна. Опоры устанавливают с плавучих кранов грузоподъемностью 3000 тонн. Глубина пролива достигает 40 метров, скорость течения 4 метра в секунду. Работы возможны только с мая по октябрь при волнении моря не выше 2 баллов. За строительный сезон устанавливают 20 опор. Главная проблема – ледоход весной. Льдины толщиной до 2 метров движутся со скоростью 5 км в час и весят 1000 тонн. Каждую опору защищают ледорезом, стальной конструкцией в форме клина, облицованной бетоном толщиной 1,5 метра. Ледорез раскалывает льдины и отводит обломки в стороны от опоры. По мосту пройдут 4 полосы автодороги и 2 железнодорожные колеи. Пропускная способность 8000 автомобилей и 32 поезда в сутки. Время в пути на Сахалин сократится с 9 часов на пароме до 40 минут. Эфиопия завершает строительство плотины Великого Возрождения на Голубом Ниле высотой 175 метров и длиной 1800 метров. Это крупнейшая гидроэлектростанция Африки мощностью 6000 мегаватт. Водохранилище затопит площадь 1800 квадратных километров, больше территории Лондона. Объем воды в резервуаре достигнет 74 миллиардов кубометров. В тело плотины уложили 10 миллионов кубометров бетона. Бетон заливали круглосуточно в течение 8 лет. Останавливаться нельзя, иначе образуются швы, которые дадут течь. Работали 3 бетонных завода производительностью по 800 кубометров в час каждый. Цемент везли из карьера за 200 километров колоннами по 100 грузовиков. Один самосвал перевозил 30 тонн и делал 6 рейсов в сутки. Установлены 13 турбин весом по 400 тонн каждая. Диаметр рабочего колеса турбины 10 метров. Вода падает с высоты 130 метров, разгоняясь до скорости 50 метров в секунду. Одна турбина вырабатывает 375 мегаватт. Этого хватит для города с населением 1 миллион человек. Турбины производили в Китае, доставляли морем в порт Джибути, затем везли по горным дорогам на специальных платформах. Транспортировка одной турбины занимала 3 недели. Наполнение водохранилища началось в 2020 и продлится 7 лет. Каждый год уровень воды поднимается на 25 метров. Египет и Судан протестуют, плотина задерживает воду Нила, от которой зависит их сельское хозяйство. Переговоры длятся 10 лет без результата. Эфиопия заполняет резервуар по собственному графику, игнорируя требования соседей. В Демократической Республике Конго возводят каскад из 7 плотин на реке Конго в ущелье Инга. Проект Гранд Инга станет крупнейшей ГЭС на планете мощностью 44 тысячи мегаватт, вдвое больше китайской плотины 3 ущелья. Стоимость оценивается в 80 миллиардов долларов. Строительство разделено на этапы. Первая очередь мощностью 4800 мегаватт запланирована на 2030 год. Река Конго в месте строительства несет 42 тысячи кубометров воды в секунду, второй показатель в мире после Амазонки. Ширина реки достигает 15 километров, глубина 230 метров. Плотину строят не поперек реки, а отводят воду в боковой канал длиной 20 километров, вырытый в скальной породе. Канал шириной 800 метров и глубиной 100 метров. Уже взорвано 50 миллионов кубометров камня. В конце канала установят 52 турбины. Перепад высот между входом и выходом канала 150 метров. Вода будет падать по бетонным водоводам диаметром 12 метров. Толщина стенок водовода 2 метра армированного бетона, усиленного стальными обручами. Каждый водовод выдерживает давление 15 атмосфер. Электроэнергия от Гранд Инга пойдет в 12 африканских стран по линиям электропередачи протяженностью 5000 километров. Строят 6 подстанций напряжением 500 киловольт. Это позволит передавать электричество на расстояние до 3000 километров с потерями всего 20%. Бразилия прорубает новую магистраль через амазонские джунгли длиной 2300 километров от Манауса до границы с Перу. Шоссе БР-319 пересечет крупнейший тропический лес планеты, открывая доступ к изолированным регионам. Вырубают полосу шириной 100 метров сквозь непроходимые заросли. За год уничтожают лес площадью 23 тысячи гектаров. Это 50 тысяч футбольных полей. Работают 200 бульдозеров и 300 экскаваторов круглосуточно. Деревья высотой 50 метров валят цепными пилами, корчуют пни глубиной до 5 метров. Один рабочий день, 100 метров расчищенной дороги, древесину не вывозят, сжигают на месте. Дым от костров виден из космоса на спутниковых снимках. Экологи фиксируют гибель 360 видов животных и птиц, чьи ареалы попали под вырубку. Дорожное полотно укладывают на слой щебня толщиной 1,20 м, грунт в джунглях заболоченный и проседает под тяжестью транспорта. Щебень везут из карьеров за 400 километров. Асфальт кладут слоями общей толщиной 35 сантиметров.
В сезон дождей выпадает до 300 миллиметров осадков в месяц. Воду отводят через дренажные каналы глубиной 3 метра по обеим сторонам трассы. Строят 120 мостов через реки и протоки. Мост через реку Мадейра длиной 3500 метров станет самым длинным в Амазонии. Опоры забивают на глубину 40 метров в речное дно. Во время паводков уровень воды поднимается на 15 метров. Течение достигает скорости 6 метров в секунду и смывает бетонные конструкции весом до 100 тонн. Каждую опору закрепляют 20 стальными сваями диаметром 1,5 метра. Коренные племена блокируют стройку. Дорога проходит через их земли. В марте 2023-го 2000 индейцев перекрыли участок протяженностью 50 километров, жгли технику и нападали на рабочих. Армия разогнала протестующих слезоточивым газом, задержала 300 человек. Строительство возобновилось через неделю под охраной военных. Стоимость проекта выросла до 18 миллиардов реалов. Завершение перенесли с 2025 на 2028 год. Уже построено 300 километров, но в сезон дождей размывает по 50 километров в год, приходится восстанавливать заново. В Аргентине строят плотину Нестор Киршнер на реке Санта-Крус в Патагонии. Высота дамбы 80 метров, длина 750 метров. Мощность ГЭС 1310 мегаватт. Водохранилище затопит долину площадью 120 квадратных километров с уникальными ледниковыми озерами возрастом 12 тысяч лет. В тело плотины заложат 5 миллионов кубометров бетона и 300 тысяч тонн стальной арматуры. Цемент производят на заводе, построенном специально для этого проекта в 100 километрах от стройки. Завод выпускает 2000 тонн цемента в сутки. Воду для бетона берут из горных ледников. Она не содержит солей, разрушающих бетон. Установят 4 турбины по 327 мегаватт каждая. Вода будет падать с высоты 70 метров через бетонные водоводы диаметром 9 метров. Скорость потока на выходе 45 метров в секунду. Турбины размещают в подземном машинном зале длиной 160 метров, вырубленном в скале на глубине 80 метров. Зал укреплен стальными анкерами длиной 20 метров, забитыми в породу через каждые 3 метра. Саудовская Аравия возводит проект NEOM, футуристический мегаполис стоимостью 500 миллиардов долларов. Это самая дорогая стройка в истории человечества. Центральный элемент – город Лайн протяженностью 170 километров, шириной всего 200 метров и высотой 500 метров. Два параллельных стеклянных небоскреба растянутся через пустыню от Красного моря до гор. В основании города роют траншею глубиной 300 метров и шириной 400 метров. Взрывают по миллиону кубометров скальной породы ежедневно. Работают 300 экскаваторов и 500 самосвалов грузоподъемностью по 100 тонн. За 2 года вынули 800 миллионов кубометров камня. Это 3 пирамиды Хеопса. Траншею армируют стальными каркасами и заливают бетоном толщиной 15 метров. Стеклянный фасад длиной 340 километров, по 170 с каждой стороны, изготавливают на заводе в самом Неоме. Завод выпускает 1000 квадратных метров зеркального стекла в час. Стекло толщиной 5 сантиметров трехслойное. Внутри циркулирует жидкость для регулировки температуры. Летом температура снаружи достигает 50 градусов, внутри поддерживается 22. Система охлаждения потребляет 200 мегаватт электроэнергии. Транспорт внутри города, высокоскоростные поезда на магнитной подушке. Прокладывают 3 параллельные линии на разных уровнях. Поезда разгоняются до 500 км в час. Время в пути от одного конца города до другого – 20 минут. Вагоны без окон, вместо них экраны показывают виртуальные пейзажи или транслируют изображения снаружи. Энергию обеспечат солнечные панели площадью 100 квадратных километров и ветряные турбины высотой 200 метров. Общая мощность 45 гигаватт. Это в 3 раза больше, чем вырабатывает крупнейшая АЭС мира. Избыток электричества пойдет на опреснение морской воды. Потребуется 5 миллионов кубометров пресной воды ежедневно для 9 миллионов жителей. Под городом строят вертикальные фермы на 70 уровнях общей площадью 200 гектаров. Растения выращивают под светодиодными лампами без почвы на питательных растворах. 1 гектар вертикальной фермы производит урожай как 100 гектаров обычных полей. Город обеспечит себя овощами и зеленью полностью. Импортировать придется только зерно и мясо. Если вы думали, что это все, подождите, у нас есть еще кое-что интересное. Загляните на widery.com по ссылке в описании, чтобы узнать, какие еще невероятные истории скрываются за строительством будущего. Кто знает, может, ваш следующий любимый проект уже ждет вас. Первый участок длиной 2,5 километра построят к 2030 году. Полностью город завершат к 2045. Сейчас на стройке работают 500 000 человек из 80 стран. К пику строительства в 2032 численность вырастет до 2 миллионов. Так какая же стройка самая масштабная? По деньгам саудовский Неом за 500 миллиардов долларов. По сложности китайский тоннель под Бахайским проливом длиной 123 километра под морским дном.
По влиянию на природу Эфиопская плотина, изменившая течение Нила. Но все эти проекты объединяет одно. Человечество перестало довольствоваться тем, что дала природа. Мы переделываем планету под себя, не считаясь ни с какими масштабами, и это только начало.